Жан Милак. Летучий голландец. Часть первая. На островах любви. Помятый мустанг цвета спелой, или скорее, уже переспелой, вишни в разводьях засохшей грунтовки с наляпанной краской, утробно урча, с трудом заезжал на Алвернию, горбатую сопку небольшого городка Артурстаун, лежащего на гладком, сильно вытянутом с севера на юг, Багамском острове с названием по-женски ласковым и по-кошачьи мягким Кэт. Пыхтящая кляча казалась реликтом, случайно попавшим в райские кущи, хотя лишь недавно вишневый металлик отлично смотрелся на красочном острове. Спортивный седан в 300 лошадок играючи преодолевал Алвернию, взлетая птицей над ее вершиной, как трамплином, и свысока поглядывал на остававшихся внизу автособратьев. Никто не пытался равняться с бесшабашно-безбашенным Уго Гонсалесом, владельцем спорткара, подаренного соотечественниками, сбежавшими с Кубы в Америку. Однажды на этом мустанге он протаранил закрытую виллу своих конкурентов. Машина пробила ограду, густые кусты испинались шипами, как острые гвозди, и, вспучив фонтаны воды, обрушилась прямо в бассейн, в котором, по счастью, хозяина не было. Гонсалес входил в разветвленную сеть наркокартеля, поставлявшего кокаин из Колумбии в Штаты, через ближайший к Багамам полуостров Флорида. Обычно, он вербовал рыбаков-страулеров, бороздивших Карибское море от колумбийской Картахены до американского Майами. Иногда, чтобы не платить комиссионных, посылал наркотики с оказией, вроде яхт-туристов, тайно прикрепляя к днищам непроницаемые для воды контейнеры. Если полиция их находила, у владельцев яхт случались крупные проблемы, но Гонсалеса они не волновали, его не беспокоила даже собственная жизнь, а чужая, и подавно. В последней кровавой разборке с пуэрториканцами, желавшими прибрать к рукам наркоторговлю острова, он потерял 3 соратников, стольких же лишились нападавшие. Перестрелка в городе средь бела дня переполнила чашу терпения полицейского начальства. Из багамской столицы, Насау, прибыла оперативная группа и всерьез взялась за мафию. Гонсалес на учебной сессне своего друга, Кироса, успел унести ноги на соседний остров, Сан-Сальвадор, а оттуда, в лояльную для наркоторговцев Мексику. В знак благодарности он оставил другу свой мустанг, хотя автомобиль вряд ли заслуживал благодарностей. 8-цилиндровое сердце железного коня страдало аритмией, суставы-шарниры ревматически скрипели, а прежде ухоженные, перламутровые бока дистрофически валились, как у старого, больного мерина. Гонсалес за 2 года умудрился разнести отличную машину так же, как имевшийся до этого спортивный Монтерей. Итак, подъем одной из улиц Артурстауна преодолевала многострадальная машина, за рулем которой, полусгорбившись, сидел инструктор местного аэроклуба, 25-летний Кирос Кириллидис, чьих средств могло хватить лишь, разве что, на Фелкон. Но что такое скромная модель на фоне самого мустанга? Высокий парень торопился на работу. В ту ночь он плохо спал, приснилось, что в полете самолет срывается в смертельное пике. Требуется вырвать на себя штурвал. Но Кирос чувствует, что руки стали будто ватными. Он не в состоянии пошевелиться и только видит, как земля со страшной скоростью летит навстречу. Последний миг. И он с криком просыпается. На счастье, в этот день полетов не планировалось, просто, рядом с аэродромом располагался их семейный бизнес, кафе Бистро Арете, что в переводе с греческого значит «добродетель». Под добродетелью считался относительный порядок в заведении, ибо никто из посетителей и потенциальных дебоширов не рисковал связываться с хозяином кафе, Харалам Баасом, ростом под 2 метра. Как многие большие люди, дед Кироса, Харалам Баас, или по-простому дед Харлам, был добродушным человеком, однако, в редкие минуты гнева, угловатое лицо с горбатым носом наливалось кровью, багровела лысина, вздувались жилы, ладони лопаты сжимались в кулаки наковальни, и горе ждало вставших на его пути. В отличие от невысокого, субтильного, но очень дерзкого Гонсалеса, Кирос был спокойным великаном, за что друзья его прозвали Геркулесом. Вообще все кириллиидисы имели гренадерский рост, известный нам уже Харалам Баас, и ангел, отец Кироса, который рано умер. Преодолев подъем,
Мустанг остановился, будто отдышаться и пропустить через дорогу женщину и маленькую девочку. Водитель знал обеих, впрочем, как и многих жителей их небольшого города. Каждый день, в одно и то же время Лусака Банга с младшей дочерью, Лианой, ходили заниматься музыкой. Кирос поприветствовал знакомых, мать улыбнулась африканскими, широкими губами, ее дочь с огромными бантами, непонятно как сидевшими на черных кучеряшках, махнула ручкой и состроила гримаску. Пышнотелая Лусака в декоративном, броском платье на манер индийских сари, качнула высокой, сложной, как башня, прической и уверенно шагнула на дорогу. «Да, Реми!» — отстучали по проезжей части деревянные подошвы сабо. «Соль ля си!» — подхватили и закончили октаву маленькие туфельки Лианы. Ехать оставалось совсем недалеко. Водитель выжал газ и моментально дал по тормозам. Выросшая как из-под земли, высокая блондинка оперлась на капот и, бросив хлесткий, словно выстрел, взгляд на Кироса, перепорхнула на другую сторону. Шоферы в таких случаях не церемонятся и поминают зазевавшихся прохожих распоследними словами, но голубые молнии глаз незнакомки пригвоздили Кироса к сиденью и временно лишили дара речи. Он молча, неподвижно наблюдал, как в зелени аллеи растворяется тень девушки. Молодое сердце парня застучало обжигающим порывом страсти и, в то же время защемило ноющей тоской, как будто он внезапно оказался на краю бездонной пропасти. Ночной кошмар дал о себе знать.